США ждут ответ от Ирана в течение дня. Об этом заявил госсекретарь Марко Рубио. Трамп также сказал, что переговоры возможны, даже несмотря на удары в Ормузском проливе. Аракчи обвиняет Штаты в военных авантюрах и заявляет, что американская разведка ошибается касательно сил Ирана. Японские корабли проходят Ормуз без платы Ирану. Что происходит сейчас в проливе? В Великобритании крах привычной двухпартийной системы. Лейбористы и консерваторы проигрывают на местных выборах. Китай готовится встречать Трампа и не летит на парад в Москву. В России на парад Победы не пустят иностранных журналистов, а трансляция будет идти с задержкой. Помирился ли Папа Римский и власти США? Ответы из первых уст. А теперь об этом подробно и по делу. Это «Один день». Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, несмотря на обмен ударами в районе Ормузского пролива. Мы ведем переговоры с иранцами. Вы, наверное, слышали. Мы взяли наши 3 эсминца и протащили их через довольно серьезные вещи сегодня. И мы выбили из них все к черту. Эсминцы никак не пострадали. Люди не пострадали, но они стреляли по нам. Так что мы стреляли по ним в ответ. И наша огневая мощь была чертовски сильнее, чем их. И они выбили из них все к черту. Они сбили много малых катеров. Знаете, мы называем их малыми катерами или быстрыми катерами. Они и маленькие, и быстрые, с каким-то вооружением спереди. Так что они, это теперь заменяет флот, у них был флот из 159 катеров. У них нет ни одного. Хорошо? Все они на дне моря. Так что они заменили это тем, что называют быстрым катером. Это быстрый катер. Большое дело. Он быстрый. У него пулемет спереди. Их сбивали, и сегодня сбили довольно много. Вчера они сбили 8. Они в среднем сбивают 8 в день. Это та же группа людей, с которой мы имеем дело. Так что, знаете, все очень просто. Кто-то сказал, какой у вас план? Я сказал, план очень простой. Иран не может иметь ядерное оружие. Они не могут иметь ядерную бомбу. И этого не произойдет. Они действительно у последней черты. Мы действительно у последней черты. Через какое-то время это выглядело бы не слишком хорошо с этими персонажами. Мы не дадим им права иметь ядерное оружие. Шансов 0. И они это знают. И они с этим согласились. Посмотрим, готовы ли они это подписать. Господин президент, после этих ударов перемирие с Ираном все еще действует? Да, действует. Они сегодня с нами поигрались. Мы их разнесли. Они поигрались, я называю это пустяком. Я дам вам знать, когда перемирия не будет. Вам не придется знать. Если перемирия не будет, вам не придется знать. Вам просто нужно будет посмотреть на одно большое зарево, выходящее из Ирана. И им лучше быстро подписать свое соглашение. Вы дадите нам обновленную информацию о том, что сейчас происходит на этих переговорах? Переговоры идут очень хорошо. Но они должны понимать, если это не будет подписано, у них будет много боли. У них будет много боли. Они хотят это подписать. Я вам скажу, они хотят это подписать гораздо больше, чем я. Думаю, это то, что вы хотите услышать, ребята, верно? Или вы хотите услышать другой тон? Это единственное, что они понимают. Они не понимают этого. У нас сегодня 3 эсминца мирового класса прошли через пролив. Любая другая страна при таких обстоятельствах не сделала бы этого. По ним стреляли ракетами, по ним стреляли беспилотниками. И эти глупые катера, которые шли на них, их разнесли примерно за 2 минуты. Их танкер был подбит. Знаете, что мы сделали с танкером? Мы не хотели создавать обстановку, поэтому мы выбили руль. И танкер сел на мель и крутится кругами. Они не должны были делать это сегодня. Мы думали, что они могут. Мы не знали, но мы были готовы. Они выпустили ракеты, каждая ракета была сбита, каждый беспилотник был сбит. И людей, которые это запускали, с нами больше нет. Господин президент, Иран официально ответил на одностраничное предложение. Ну, это больше, чем одностраничное предложение. Это предложение, которое в основном говорит, что у них не будет ядерного оружия. Они передадут нам ядерную пыль и многое другое, чего мы хотим. Когда они соглашаются, это мало что значит, потому что на следующий день они забыли, что согласились. И знаете, мы имеем дело с разными группами лидеров. Когда вы говорите о смене режима, знаете, они все говорят о смене режима. Ну, мы избавились от первого режима, мы избавились от второго режима, мы избавились от большей части третьего режима. А потом они говорят: о, это смена режима? Я думаю, это окончательная смена режима. Насколько близко, по-вашему, вы сейчас к сделке с Ираном?
Может произойти в любой день. И может не произойти, но может произойти в любой день. Я считаю, они хотят сделку больше, чем я. Вы говорили с госсекретарем Рубио после его встречи с папой Львом, и просили ли вы его передать ему послание? Нет, я говорил с ним. Я просто сказал, передай папе. Очень вежливо, очень уважительно, что Иран не может иметь ядерное оружие. Так что, когда он встает на их защиту, также скажи папе, что Иран убил 42 тысячи невинных протестующих, у которых не было оружия, у которых не было вооружения. Скажи это папе. Почему это было приостановлено? Представители администрации говорили, что это будет следующий этап войны. Из-за их действительно замечательного руководства там, как вы знаете, Пакистан был фантастическим. И их лидеры были фантастическими. Фельдмаршал и премьер-министр. И они попросили нас этого не делать. Мы вернемся к этому, если придется. Они попросили нас не делать этого во время переговоров. Вы рассматриваете возможность, может быть, вернуться к этому сейчас, когда цены на бензин? Это могло бы, но нет. Цены на бензин сегодня снизились. Вы смотрели? Иран отвергает американские оценки о том, что его военный потенциал после ударов США и Израиля серьезно снизился. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что ЦРУ ошибается. Каждый раз, когда дипломатическое решение лежит на столе, США выбирают безрассудную военную авантюру. Это грубая тактика давления или результат того, что деструктивный фактор в очередной раз загнал президента Трампа в очередную трясину. Какими бы ни были причины, итог один и тот же. Иранцы никогда не склоняются перед давлением, а дипломатия всегда становится жертвой. Также ЦРУ ошибается. Наши запасы ракет и возможности пусковых установок не находятся на уровне 75% по сравнению с 28 февраля. Правильная цифра – 120%. Что касается нашей готовности защищать наш народ – 1000%. США и Иран обменялись ударами в районе Ормузского пролива. Иранские власти обвинили США в атаках по своей территории. Представитель вооруженных сил Ирана заявил государственным СМИ, что американские авиаудары пришлись по гражданским районам вдоль побережья острова Кешем, Бендер-Хамира и Сирика. По его словам, Иран ответил зеркальными действиями, атаковав американские военные суда восточнее пролива и южнее порта Чабахар. Центральное командование США заявило, что американские силы нанесли удары по иранским военным объектам, связанным с запуском неспровоцированных ракетных, беспилотных и катерных атак по американским кораблям в Ормузском проливе. В Центком сообщили, что ни один американский объект не был поражен, и заявили, что США не стремятся к эскалации, но готовы защищать свои силы. По данным Центкома и президента США Дональда Трампа, 3 эсминца ВМС США USS Трукстон, USS Рафаэл Пералта и USS Мейсон отразили атаку с применением ракет, беспилотников и быстроходных катеров. Трамп заявил, что корабли прошли через пролив под огнем, не получили повреждений, а иранская сторона понесла большой ущерб. Корпус стражи Исламской революции заявил через связанное с государством агентство YJC News Channel, что Иран провел массированную и высокоточную комбинированную операцию с применением противокорабельных баллистических и крылатых ракет, а также барражирующих беспилотников с фугасными боевыми частями. Иранские государственные СМИ сообщили, что после обмена ударами ситуация вернулась в норму. По данным Корпуса стражи Исламской революции, сообщений о жертвах среди гражданских не поступало. Власти ОАЭ заявили, что системы ПВО по всей стране перехватывали ракеты и дроны, запущенные со стороны Ирана. В Минобороны Эмиратов сообщили, именно работа ПВО стала причиной мощных взрывов, которые слышали жители страны. По данным Аль-Джазира, тревога была особенно высокой у побережья Абу-Даби, где находятся американские военные объекты. При этом, как отмечают журналисты, сигналов воздушной тревоги на материковой части страны не звучало. Удары, вероятно, были направлены по целям в акватории Персидского залива. Иранские СМИ утверждают, ситуация у островов и побережья Ормузского пролива стабилизировалась после столкновения американских и иранских сил, а также авиаударов США. По данным американского центрального командования, Иран атаковал 3 американских эсминца ракетами, дронами и катерами. США ответили ударами по иранским военным объектам. На фоне новых столкновений нефть снова пошла вверх, а мировые рынки отреагировали падением. Через Ормуз проходит около 20% мировой нефти, и любое обострение моментально бьет по глобальной экономике. Иран задержал нефтяной танкер Ocean Koi в Ормузском проливе ночью. Операция, по всей видимости, состоялась после столкновения между Ираном и Соединенными Штатами. Иранские государственные СМИ опубликовали кадры захвата. По данным иранских государственных СМИ, со ссылкой на заявление армии, танкер перевозил иранскую нефть и был задержан из-за предполагаемой попытки нанести вред и сорвать экспорт нефти, используя ситуацию в регионе.
Японская судоходная компания Mitsui Oska Lines заявила, что 3 ее судна прошли через Ормузский пролив и вышли из Персидского залива в апреле, не заплатив никаких транзитных сборов. Это важно, потому что Тегеран предлагал ввести плату или пошлины для судов, проходящих через Ормуз, как часть своих предложений по завершению войны США и Израиля против Ирана. В МОЛ заявили, что компания не собирается платить такие сборы и в будущем. Как именно судам удалось пройти пролив, там объяснили усилиями соответствующих стран и заинтересованных сторон. Американские военные опубликовали кадры, которые, по их данным, показывают действия сил США по обеспечению морской блокады Ирана. Видео снято в апреле и обнародовано на фоне столкновений американских и иранских сил в районе Персидского залива. МИД Китая подтвердил атаку на танкер с нефтепродуктами в Ормузском проливе. На борту находятся члены экипажа из Китая. Сообщений о пострадавших среди экипажа пока нет. Согласно информации, имеющейся на данный момент, атакованное судно идет под флагом Маршалловых островов и имеет на борту китайский экипаж. На данный момент сообщений о жертвах не поступало. Китай глубоко обеспокоен тем, что продолжающийся конфликт затронул большое число судов и моряков и оставил их заблокированными в проливе, подчеркивая, что как можно более быстрое восстановление беспрепятственного прохода и обеспечение безопасности гражданских судов и экипажей находится в общих интересах стран региона и более широкого международного сообщества. Дональд Трамп готовится к поездке в Китай, которая должна состояться в середине мая. Господин президент, ваша поездка в Китай все еще состоится? У меня очень хорошие отношения с председателем Си. У нас было отличное экономическое время. Китай был великолепен для нас экономически, но не для других президентов. Но мы очень хорошо справились с Китаем. У нас будет встреча с председателем Си. Это будет, я думаю, довольно потрясающе. Он был, друг мой. Я очень хорошо ладил с ним на протяжении лет. У нас не было проблем. И у нас не было проблем с Китаем и Ираном. И все говорили: «О, Китай, Китай». У нас не было проблем с Китаем. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретилась в Риме с госсекретарем США Марко Рубио. Встреча прошла на фоне необычного напряжения между итальянским правительством и администрацией Дональда Трампа, главным образом из-за войны с Ираном. Рубио находится в Италии с двухдневным визитом. Накануне он встретился с папой Львом XIV. Вы вчера помирились с папой? Нет, у нас была очень хорошая встреча. Я имею в виду, в конечном счете это важно. Прежде всего, есть многое, над чем мы работаем вместе с церковью. И мы говорили об этих сферах, над которыми мы вместе работаем, в разных частях мира. Я знаю, что всех интересуют другие аспекты этого, но я обновил их по ситуации с Ираном, выразил нашу точку зрения о том, почему это было важно, и об опасности, которую Иран представляет для мира, что в значительной степени признается. Господин госсекретарь, можете ли вы сказать, на вашей встрече с премьер-министром Мелони, говорили ли вы о возможности вывода американских войск из Италии, а также о возможности того, что Соединенные Штаты вообще выйдут из НАТО? Мы не обсуждали никаких конкретных вещей такого рода, и это решение должен принимать президент. Это решение, которое принимает каждый президент. Но факт в том, и я говорил это публично, и я говорил это неоднократно, я был сильным сторонником НАТО на протяжении всей моей карьеры в Сенате и даже сейчас. И одно из преимуществ нахождения в НАТО состоит в том, что это позволяет нам иметь силы, размещенные в Европе, и базы, которые дают нам логистическую возможность проецировать силу в случае непредвиденных обстоятельств. Вывод войск ободрит Путина и будет выгоден России. Вы согласны с такой оценкой? Ну, в конце концов, Соединенные Штаты президент всегда будет делать то, что отвечает национальным интересам. У нас есть глобальные обязательства по всему миру. У нас есть размещение войск по всему миру, и они постоянно смещаются и меняются. Например, мы увеличили военное присутствие в НАТО после вторжения в Украину. Вам удалось преодолеть разногласия по Ирану и с Римом, и с Ватиканом? Да, я имею в виду, я думаю, все согласны, что наличие у Ирана ядерного оружия неприемлемо. Я имею в виду, я не знаю никого, кто считает, что это хорошая идея, чтобы у Ирана было ядерное оружие, кроме аятоллы. Так что я думаю, вопрос в том, что вы с этим делаете. И президент на самом деле пытается что-то с этим сделать. И поэтому я имею в виду это, я не знаю, в чем, я не думаю, что есть какие-то разногласия в том, что у них не может быть ядерного оружия. Я думаю, вопрос в том, что вы с этим делаете. И каждый американский президент говорил: «О, у них не может быть ядерного оружия». Это первый американский президент, который на самом деле пытается сделать что-то конкретное по этому поводу. Можете дать нам официальное обновление о статусе переговоров с Ираном прямо сейчас? Ну, мы должны что-то узнать сегодня. Я имею в виду, мы ожидаем от них ответа. Посмотрим, что будет содержать ответ. Надежда в том, что это будет что-то, что может ввести нас в серьезный процесс переговоров. Очевидно, мы видели ночные сообщения о том, что Иран создал или пытается создать какое-то агентство, которое будет контролировать движение в проливах. Это было бы очень проблематично.
Это фактически было бы неприемлемо. Я имею в виду, нормализация того, что они контролируют международные водные пути, является и незаконной, и просто чем-то неприемлемым. И мир должен начать спрашивать себя, что он готов сделать, если Иран пытается нормализовать контроль над международным водным путем. Я думаю, это неприемлемо. Можете подтвердить, что переговоры между Израилем и Ливаном возобновятся на следующей неделе? Мы ожидаем переговоры. Я не знаю, установили ли мы уже точную дату, но мы ожидаем, что будут дополнительные переговоры. Это одна из сфер, в которых, я думаю, мы можем работать с Италией. Позвольте спросить вас об Украине, прежде чем вы уйдете. Вы недавно говорили с Лавровым, и они ударили по детскому саду в Украине даже после того, как они выступали за прекращение огня. Где сейчас находятся переговоры? Ну, сейчас переговоры не. Мы пытались играть роль посредника в этом. До сих пор это не привело к плодотворному результату по ряду причин. Мы остаемся готовыми играть эту роль, если это может быть продуктивно. Мы не хотим тратить наше время и вкладывать время и энергию в усилия, которые не движутся вперед. Но если мы увидим возможность действовать как посредник, который приближает обе стороны к мирному соглашению, мы хотели бы это видеть. Наша позиция, в конце концов, состоит в том, что эта война — трагедия. Обе стороны платят за нее очень тяжелую цену, и экономическую, и, очевидно, на человеческом уровне. Это разрушительно. Мы против этого. Папа Римский Лев в первую годовщину своего избрания главой католической церкви выступил с обращением в Помпеях. Это произошло на следующий день после его встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Ватикане. Понтифик призвал молиться о том, чтобы мировые лидеры отказались от насилия и снизили напряженность. Он заявил, что мир находится под угрозой из-за международных конфликтов и экономики, которая, по его словам, предпочитает торговлю оружием уважению к человеческой жизни. По данным Ватикана, после встречи Льва и Рубио стороны заявили о намерении улучшать двусторонние отношения. Войны, которые все еще ведутся во многих частях мира, требуют обновленной приверженности, не только экономической и политической, но также духовной и религиозной. Мир начинается в сердце. Мы не можем смириться с образами смерти, которые новости показывают нам каждый день. Пусть Бог мира изольет изобилие милосердия, которое касается сердец, успокаивает обиду и братоубийственную ненависть и просвещает тех, кто несет особую ответственность за управление. Братья и сестры, никакая земная власть не спасет мир, а только божественная сила любви. В Британии подсчитывают результаты местных выборов. И уже по предварительным итогам понятно, рушится привычная двухпартийная схема. Ведь лейбористы Кира Стармера проигрывают, а реформ UK Найджела Фараджа впервые массово забирает позиции и у лейбористов, и у консерваторов. Аналитики говорят, это сигнал о недовольстве избирателей властью. Доброе утро всем! Я рад быть здесь, на солнце, у ратуши Хейверинга, про которую я теперь могу сказать, она под новым управлением. И это значительно. Это наша первая победа в районе Лондона, и в каком-то смысле это идет против тренда, потому что картина, которая вырисовывается по стране, такая. Лейбористов реформ выметает во многих их самых традиционных районах. А то, что вы увидите позже сегодня, это как консервативную партию выметает в ее крепостях, таких как Эссекс. Но я думаю, в целом то, что произошло, это по-настоящему исторический сдвиг в британской политике. Мы так привыкли думать о политике в категориях левых и правых, и все же то, что реформ способна делать, это побеждать в районах, которые всегда были консервативными. Но в равной степени мы в большом масштабе доказываем, что можем побеждать в районах, где лейбористы доминировали, откровенно говоря, с конца Первой мировой войны. Когда вы увидите полные результаты, в Красной Стене будет бунт. Лично мне будет очень грустно видеть, как премьер-министр уходит. Мне будет очень-очень грустно, правда. Он величайший актив, который у нас есть. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается уходить в отставку после поражения лейбористской партии на местных выборах. Позвольте мне быть ясным. Это действительно тяжелые результаты. Я не собираюсь это приукрашивать. И мы потеряли блестящих представителей лейбористской партии. Людей, которые вложили столько в свои общины, столько в нашу партию и наше движение. И избиратели отправили послание о темпе перемен, о том, как они хотят, чтобы их жизни улучшались. Меня избрали, чтобы отвечать на эти вызовы, и я не собираюсь уходить от этих вызовов и ввергать страну в хаос. Но они отправили послание, что перемены, которые мы обещали, не доставляются таким образом, чтобы они могли это почувствовать. И также, честно говоря, им надоели годы статус-кво. Но нас избрали, чтобы разобраться с этими вызовами. И я не собираюсь уходить от этого и ввергать страну в хаос.
Я очень переживаю за блестящих кандидатов, блестящих членов советов, блестящих представителей, которых мы потеряли, потому что я знаю. Они вложили так много в свои общины, так много своей жизни в общественную службу. И поэтому я думаю о них и думаю о том, что нам нужно сделать, чтобы восстановиться и вести нашу страну вперед. Да, это был 5-летний срок, на который меня избрали. Я намерен довести его до конца. Спасибо. Жители Лондона отреагировали на успех популистской партии Reform UK на местных выборах в Великобритании. Партия участника кампании за Brexit Найджела Фараджа получила более 350 мест в Советах Англии на фоне потерь лейбористов и консерваторов. Я думаю, Кир Стармер, не добился того прогресса, который, как он говорил, он обеспечит, когда вел кампанию в 2024 году. И я думаю, это оставило людей в разочаровании. И, конечно, у Тори тоже дела идут не отлично. И думаю, людям приходится искать другие направления в политическом ландшафте. Reform UK тоже поднялась. Они обещают большие вещи. Не уверен, насколько я согласен со многим, во многих случаях, но я думаю, люди просто хотят другую точку зрения, другой взгляд и другое исполнение, наверное. Я знаю, что союзники Стармера сильно давят, чтобы оставить его у власти, и я в какой-то мере согласен, просто ради стабильности. Стабильность всегда лучше для экономики и бизнеса, но я думаю, сейчас слишком много всего происходит, чтобы у Стармера была сильная хватка, честно говоря, на данный момент. Я в ужасе от того, что Найджел Фарадж набирает позиции. Я не думаю, что он политик. Я думаю, он бизнесмен, который там для того, чтобы набить собственные карманы, как и многие из них. Не только он. И я не очень в политике, но меня просто ужаснуло, что он так сильно набирает. Это как-то пугающе. Я имею в виду, я не... Типа, это просто страшно. Я просто очень хорошо осознаю идеи Reform UK против многих вещей, в которые я верю, по сути. Президент Франции Эммануэль Макрон принял участие в церемонии к 81-й годовщине победы союзников над нацистской Германией. Торжества прошли у Триумфальной арки в Париже. Макрон возложил цветы к могиле неизвестного солдата, зажег огонь нации и встретился с ветеранами Второй мировой войны. На церемонии также присутствовала делегация украинских военных, которых Макрон отдельно приветствовал. Во Франции 8 мая – официальный день победы в Европе. Именно в этот день, в 1945 году, вступила в силу капитуляция нацистской Германии. Кремль отозвал аккредитации для иностранных журналистов, которые должны были освещать парад на Красной площади 9 мая в Москве. Отказ получили несколько западных СМИ. Среди них AFP, ARD, ZDF, Sky, итальянский RAI, японский NHK и немецкое издание Der Spiegel. Некоторым сообщили по телефону о отмене уже выданных разрешений. Журналистам объяснили, что формат освещения парада был изменен из-за ситуации. Также анонсировано, что трансляцию события планируют вести с задержкой, что снижает оперативность иностранных репортажей и ограничивает независимый доступ к кадрам. Это первый случай, когда аккредитации иностранным журналистам сначала согласовывали, а затем отзывали. Также стало известно, что Китай не отправит официальную делегацию на парад 9 мая в Москву. Как заявил представитель МИД КНР Лин Цянь, на мероприятии будут присутствовать только сотрудники посольства Китая в России. Специальную правительственную делегацию Пекин направлять не будет. В прошлом году на параде в Москве присутствовал лично Си Цзиньпин. Ким Чен Ын лично проверил новые артиллерийские системы, способные наносить удары по территории Южной Кореи. Государственные СМИ КНДР сообщили, новые крупнокалиберные орудия с дальностью более 60 километров уже готовят к размещению у границы. На опубликованных фотографиях Ким осматривает самоходные гаубицы и новый эсминец. Это часть ускоренного перевооружения армии КНДР и демонстрация силы на фоне роста напряженности на Корейском полуострове. Параллельно Пхеньян продолжает развивать флот. Ким также проверил маневренность одного из 2 новых эсминцев и приказал строить еще 2. Ким Чен Ын заявил, что дальность удара этого крупнокалиберного орудия, которым новые подразделения на приграничных рубежах будут оснащаться наряду с различными оперативно-тактическими ракетными системами и мощными реактивными системами залпового огня, превышает 60 километров. И что такое быстрое увеличение дальности удара и заметное усиление ударной способности обеспечат большое изменение и преимущество в сухопутных операциях нашей армии. В Индонезии ищут 3 туристов, пропавших после извержения вулкана Дукона. Вулкан выбросил столб пепла на высоту до 10 километров. По данным спасателей, на маршруте оказались заблокированы 20 человек, 9 граждан Сингапура и 11 местных жителей. 17 человек уже нашли и эвакуировали. Судьба еще 3 остается неизвестной. Власти сохраняют 3-й уровень опасности для вулкана.
8 мая 2026 года произошло извержение в 7:41 по местному времени с высотой выброса пепла до 10 километров от края кратера, снесенного ветром в северном направлении, и сообщалось, что был хлопок и извержение.